дальше. Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Для вас Татьяна и Алексей. Всем Сегодня привет! Мы находимся в городе, а может быть, кто-то догадался, в городе Мурсия. Пойдемте с нами на прогулочку очередную. Сегодня у нас сентябрь месяц, и по-прежнему теплая температура, 32 градуса. Мы сегодня вышли в город Мурсия. Делаем маленькую остановочку у фонтана. И, кстати, у меня вопрос для вас, дорогие друзья. Кто хорошо знает Испанию, почему на гербе города Мурсия 7 корон? Расскажите нам, кто знает. Какой интересный факт. Но я уже немножечко это прочитала, хочу услышать ваши версии. Так что, если вам интересно, пишите, если вы знаете. Если вам интересно это узнать, ну, возможно, в конце этого ролика мы вам немножко расскажем. А может быть, в следующем ролике из Мурсии. А пока мы идем дальше. 32 градуса. Сейчас сентябрь. Вообще я думала, что будет прохладнее. Мы тут вышли погулять. Сегодня начало праздника Мавры и Христиане. С 7 по 14 сентября, насколько мы вычитали. И, конечно, город готовится в связи с этим. Но паркинги здесь в центре даже оказались доступны для нас. Мы припарковались, все нормально. Вот такой вот город. Я не скажу, что он самый чистый, самый уютный. Но есть старинные достопримечательности какие-то. Не могу сказать, что для меня он идеален. Много людей без определенного места жительства здесь встречается. Много мигрантов, наверное. Но с исторической точки зрения он очень интересный. Вот есть чем полюбоваться. По нашей традиции мы должны продолжать с чашки кофе, а мы начинаем. Ну хорошо. Кафешка в тенечке, очень уютненько. Так, нам сказали, что водичку здесь можно налить. Алексей пошел за водой в кафешку, что вода здесь бесплатная. Ну и кофе мы заказали. Сидим, ждем. Сейчас я вам покажу. Ой, где ты наливал водичку? Вот здесь? Холодная, так. Агуа фрио, агуа натураль. Все, первый раз вижу. Ничего себе. Вот это да, классно. Бесплатная вода. В Мурсии. Ну, Мурсия жаркий город. Кстати, мы уже вам рассказывали, что его называют раскаленной сковородой. Наверное, поэтому здесь предлагают воду. Приятненько. Ловите лайфхак. Вот в этом Coffee Lab есть такая функция. Бесплатная вода. Хорошая вода, кстати. Водичка очень вкусная, так что вам лайфхак для тех, кто будет посещать Мурсию, что вот еще есть такая функция в некоторых кафешках. Бесплатно. Посмотрите, как красиво нам принесли. Вообще, я первый раз такой вижу, на такой подставочке. Такой красивый кофе. Кофе с красивой пенкой, с красивым рисунком. Плотная пенка, красивый рисунок. Я уже вижу, что это вкусно должно быть. Главное оформление еще очень важно. Маленькая печенечка. Ты доволен таким выбором нашим сегодняшним? Одинаковые рисунки. Рукомастера. Да, вообще какая красота. Скажи нам, Алексей, тебе показали и рассказали, откуда этот кофе, да? Кофе очень хороший. Из Колумбии, да? Из Колумбии, есть у них также из Кении. Я спросил, вы сами обжариваете или нет. Их это очень удивило. Такие вопросы, видимо, очень редко задают. Сказали, да, у нас есть свое производство по обжарке, свое место. Мы очень, как нас сказать, бережливо относимся к кофе, то есть самому зерну, продукту. И самое, готовим вот для и самое главное, дружественный персонал. Так что ссылочку мы оставим, наверное, в описании. Да. Не пожалеем в этот раз. Это не реклама. Мы всегда делимся тем, что нам нравится. И когда люди очень хорошие, добрые, приветливые, то всегда готовы мы этим местом поделиться. А это действительно достойное место. 3 евро стоит чашечка кофе, но она стоит того, мне кажется.
Ну что ж, выпили мы кофе. Кстати, пили вот на этой площади. Площадь Апостолов. Красивое место, замечательная кофейня. Не в качестве рекламы, а просто в виде своих впечатлений. У нас сегодня ролик такой впечатлительный, поэтому мы идем и впечатляемся. Впечатляемся улицами города. Гуляем просто, показываем вам улочки. Ну, они здесь есть разные абсолютно. И чистые, и красивые, и не очень презентабельные. То есть город контрастов. Посмотрите, какие магазины, пирожные. Пастелерии очень много. Можно зайти и заказать себе вот такой красивый тортик. Вообще для меня Мурсия — это город контрастов. Вот смотрите, какая красота. Ой, а выше для детей с киндерами, с чупиками. В общем, красота. Очень много кофеин. Много мест, где можно попить кофе. Но не так много, в принципе, профессионалов в этом. А мы такие места всегда ищем для себя. Для меня Мурсия — это город контрастов. Так почему же для меня Мурсия город контрастов? Потому что здесь можно встретить красивые места, исторические места, вкусный кофе, кофейни, магазины, прекрасный театр, пастелерии, даже мишленовские рестораны. Но также есть не очень презентабельные улочки. Люди, вот, к сожалению, без определенных мест жительства, множество мигрантов. Хотя мне скажут, что вы сами такие, да, мы, в общем-то, да. Вот. Ну, не совсем чистые бывают улочки, где какие-то грязька. Ну, поэтому мусорки, поэтому, ну, вот контрастно как-то для меня. Ну, какой вид красивый. И я стараюсь вам показывать именно так, наверное, как есть на самом деле. Так, Алексей впечатлился вот этим видом. Ну, вид действительно вот красивый. Узкая улочка. Виден вот этот костел. Мусорка. Вот про что я и говорю, что город контрастов. Если в Мадриде у нас чистота, Бильбао тоже чистый город. Хотя, ну, может быть, нет идеального города, да, каждому свое. Но вот это, конечно, ну, можно же убрать, наверное. Каку, грязьку, мусор. Но давайте ходить сегодня по городу, как есть на самом деле, без прикрас и без зализывания, без блюрения, а вот как есть. Мы выйдем к театру, наверное, Ромеро, посмотрим. Вот, но вот так вот у нас сегодня. Почему я вот сегодня решила снять такой ролик про Мурсию, например, город контрастов? Мне не хочется влиять ни на чье мнение при выборе, куда приехать жить, куда переехать, какой город выбрать. Иногда такой вопрос задают, поэтому, ну, будем показывать города, какие они есть на самом деле. Ну, каждый сам для себя выбирает. Каждый сам для себя выберет и поймет, вот, красивый, плохой, хороший или там, я не знаю, достойный. Здесь много живет населения, которые переезжают, в том числе и русскоговорящие, поэтому смотрите просто. А еще мне захотелось сегодня пройтись не по туристическим улицам, а немножко так, как бы вот, ну просто куда ноги бредут. Остановились мы вначале немножко на окраине, но потом решили, что район не очень, и стало как-то неспокойно там идти, ну и тем более за автомобиль, поэтому поставили все-таки в платном паркинге. Смотрите, какие циперусы замечательные с острова Мадагаскар. Хотя нет, это пальмы, по-моему, ну не суть. Вот, а гуляем мы практически в центре старого города. Самое интересное, что колокольня кафедрального собора в Мурсии является одной из самых высоких в стране. Обратите внимание, ее строительство началось в 1521 году и продолжалось почти 250 лет. Это видно вот, начиная от фундамента и поднимаясь вверх по фасаду. Видно немножко изменения самого дизайна. Сама высота башни составляет 93 метра. Ничего себе, 93 метра. Вообще я читала, что Мурсия основана 1000 лет назад или более 1000 лет назад. И пока она строилась, она сочетает в себе несколько архитектурных стилей, включая готический, ренессанс, барокко. Вот обратите внимание, это все можно заметить, если вы постоите и посмотрите. Да, мы не будем показывать вам пальцем, где именно что, какой стиль.
стиль. Я думаю, что вы вот посмотрите это, если вы путешествуете с нами виртуально, поставите на стоп и изучите, так сказать, архитектурные стили, которые здесь сочетаются. Можно сказать, очень так элегантно и гармонично. Еще раз, мы читали, что Мурсия основана 1000 лет назад, ну или около того, да, и изначально это был город мавров, наверное, а потом уже пришли христиане, все это дело отвоевали, освободили для себя, и уже дальше вот какие-то другие есть артефакты и постройки. И мы гуляем по этому городу сегодня. Многие здания на ремонте. Ну, какие-то вот производят такое сильное впечатление с той или иной точки зрения. Так, этот кафедральный собор Мурсии называется Санта-Мария. Основан собор в 1394 году и построен на месте арабской мечети. Я уже говорила, что город Мурсия очень жаркий, в летний период вообще его называют раскаленной сковородой, поэтому видите, как придумали такое интересное решение, вписанное в архитектуру, да, между домами натянули такие вот тенты, и которые создают определенную тень на улицах. Узкие улочки, ну и получается, что растения не посадишь, деревья, но можно сделать вот такие вот паруса, или я не знаю, как их назвать. Вот так все закрывается и создается тень. Видите, как классно. Вот такая тень. Ну, а внизу какие-то растения высажены. Для того, чтобы создать красивый вид. Потому что улицы действительно, видите, какие узенькие. И здесь не посадишь никакие растения, ничего не высадишь, ни кустарники. Поэтому такие вот вазочки. И сверху вот такая вот инсталляция, чтобы получать тень. Чтобы людям было внизу ходить комфортно. Комфортно нам ходить здесь? Комфортно, да. Солнца нет. Солнца нет. Классно. Хотя оно есть. И очень много мест в Мурсии, где можно поесть что-нибудь сладенького. Театр де Ромео. Мы вышли вот сюда, к этому мурсианскому знаменитому театру, в котором мы еще не были. Тут, оказывается, жарко на улице. На улице очень жарко. Вот такая вот погодка. И, в принципе, жара. Что, Алексей, нам коротко известно об этом театре, чем мы можем поделиться с нашими зрителями? Интересно то, что этот театр пережил 2 разрушительных пожара в 1877 и в 1899 году. После этого все, конечно, восстановили, и на фасаде вверху можно увидеть бюсты 3 великих композиторов: Бетховена, Моцарта и Листа. Сейчас я вам приближу и покажу, дорогие друзья. Ну и еще раз, знатоки Испании, так почему же все-таки на гербе Мурсии 7 корон? Пишите, кто знает, будет интересно почитать и узнать поближе историю этого города для тех, кто заинтересован в этом городе посещать или проживать. Решила снять для вас красивое здание с просто каким-то уникальным фасадом. Оказалось, это здание казино. Но все равно красивенькое, да, здание такое. Фасад, балкон. В общем, достаточно интересно. Ну, а публика на улицах бывает разношерстная. Некоторые проходят, прям пахнет чем-то просто, знаете, покурили что-то запрещенку в некоторых странах. Идут
и выдыхают пары. В общем, удивительно. Вроде бы вот есть красивые здания, шикарные дома, видимо, квартиры тоже, не бедствующие. Театр красивый, вроде собор, все. Но бывает, вот как-то встречается не очень что-то презентабельное. Я говорю те впечатления, которые сама испытываю, гуляя по улицам вот этого города в данном случае. У меня нет цели там популяризировать его или наоборот как-то сильно критиковать. Просто хочется показать то, что есть на самом деле. Вот еще какие-то старые фасады, балконы, герб даже какой-то, смотрите, красивый. Интересные такие улицы. Что-то ремонтируется, реставрируется. Кстати, достаточно много есть на реставрации. Ну вот, ощущения у меня противоречивые, скажем так. Могу одну только сказать: при прогулке по этому городу внимательно будьте со своими вещами, с рюкзачками, сумочками, очками, там, прочими телефонами. У меня такое ощущение, такое немножко не совсем спокойное, скажем так. Ну, впрочем, и улицы, они так вот, есть исторические здания, красивые фасады. Вроде бы там чувствую, что есть какая-то история многовековая у города, но есть какие-то такие замызганные улочки. Как тебе, Алексей, вообще в целом? Не, ну, город, крупный город, он подразумевает старый город и окраин, соответственно, новые районы. И, конечно, чем старее и больше архитектурной части находятся в центре города, то туда стекают, конечно, такие разные асоциальные слои, которые зарабатывают на этом или там, не знаю, что грабят, просто не знаю. Но при этом есть здесь новые такие районы, где вот такие, где торговые центры, немножечко в отдалении, есть да? Университет, трамвай. Университеты, есть частный университет. Город достаточно развит, инфраструктура хорошая, всякие аутлеты есть. Икея есть. Икея, да, я искала Икея, есть там торговые центры, и, в общем-то, можно все купить, и казино есть, и прочее. Кому что нужно, все найдет. Но мы гуляли сегодня в старом городе, я просто хотела показать немножечко атмосферу и сказать, что тут некорректно, наверное, сравнивать города, когда говорят, какой лучше, там, Аликанте или Мурсия. Наверное, все надо смотреть своими глазами и выбирать именно отталкиваясь от ваших целей, приоритетов и вообще, что вам больше нравится. Поэтому мы сейчас завершаем нашу прогулку небольшую сегодняшнюю. Надеюсь, что вам было чуточку полезно, интересно. Ну и, как всегда, оставайтесь на нашем канале. Скоро будут тоже интересные разные прочие видео, тематические и прогулки по городам. Лайк, подписка, перевод на криптокошелек. Все под видео. Нет, конечно, мы не просим эти лайки, подписки, но нам, безусловно, это приятно, это нас мотивирует, и, конечно же, это всегда очень здорово. Все, всем пока, удачи, добра, хорошего настроения, чао, адьос, амигос. Увидимся вновь. Nos vemos. Чао.